Я не в них сейчас. Здравствуйте, с вами проект By Foreigners. Россия глазами иностранца. И на этот раз нашим главным героем стал Патмос из далекой Ганы. А мы оказались в гостях у казаков. Что вы знали о них до сегодняшнего дня? Думаю, как и мы, к своему стыду не так уж и много. Но сейчас мы это исправим. И как говорят на Дону, Люба, братцы. Встречайте 6-ю серию «Россия глазами иностранца». Для сердца дорогой подарок вообще, Патмос. Как я не в них сейчас. Доброе утро. Скоро я встречаемся с семьей, и я не в них сейчас. Но увидимся. Здравствуйте. Максим, Патмос. Патмос, тихо. На Дону знаешь, как говорят? Здорово живете. Отвечают, слава Богу. Вот я тебе говорю, здорово живешь, Патмос. Да. А ты отвечаешь, слава Богу. Слава Богу. Пойдем. 8 В. Техника. Все. О, ну все, нам повезло, да, утро началось нормально. Ну, я думаю, будет поскучнее, если честно, потому что как бы Патмос не знаком в целом ни с русской, ни тем более с казачьей культурой, да, мог возникнуть естественный, ну что ли, мандраж, да, там, потому что в сознании там Дон Лихой Иванович, да, казаки, воинственный народ и так далее. Это Варя. Я Патмос. Это Мария. Мария. Привет! И Пушок еще где-то одет. А, вон Пушок. И кот наш. Сейчас. Пушок. Она красивая. Он, мальчик. Он, Кот. сколько ему лет? 4. Здесь детская, здесь Варя спит, здесь тихо. Да, тут у нас Пушок спит. Ага, Варя, отстань. Балкон. балкон, да. Пойдем. У всех детей свой маленький, видишь, иконостас. А, кстати, дети спрашивали, у вас вероисповедание какое там? Христианство, ислам, У нас крестьян, у нас ислам. католичество. Да. Мы православные христиане. О, хорошо, я тоже крестьян. Это мои работы. Но мы сегодня поедем еще в мастерскую, посмотрим много. Художник? Да, я художник. Это я, жена, Тихон маленький. Ваня. Дара. Патмос на Дону! Тихон, Варвара. Вот он. С утра мы сейчас молитву прочтем, ты просто постой с нами, да, а потом уже будем все снимать, хорошо? Хорошо. Господи Иисусе Христе, Сын Единородный, безначальный Отца, Ты рек, честными Твоими уста, яко без меня не можете творить ничего же. Господи мой, Господи, веробем, душе моей сердце выречение, преподай Твоей благости. Вот, это наша спальня, и до недавнего переезда у меня здесь была мастерская, то есть здесь стоял мольберт, холсты, картины, очень много было всего. Патмос приехал неожиданно, как говорят, как снег на голову. Ну, у нас тепло, это у вас снег. Вот. Программа была очень насыщенная. Был он в нашей семье, принимал участие в утреннем правиле, мы помолились, потом был завтрак. Это кухня у нас. Ну, небольшая, но тут, в принципе, уютная, компактная. Мы с тобой кое-что сегодня здесь сделаем.
Нет. Герань казачья, национальная вообще. Герань. Ее всегда тещам дарили. Дарили, потому что она ядовитая. Герань. Ты женат? Теща. Жена нет? О, ну когда будешь жениться, теще можешь подарить герань. Показать традициям, мы даем ядовитую герань. Патмос, у нас завтрак всегда делится на две части. Бутерброд, ну обычно бутерброд, и что-нибудь сладкое, десерт. Вот у нас, смотри, варенье наше. Это мы варим. Это наши... А, кстати, попробуй круассанчик сделать с Дашкой. Даш, покажи. Оксан. На завтрак любим щучью икру. Есть щука, рыба, щука такая, с зубами. Щучья икра. Либо красная. Она хороша, ну, чтобы пятерки получать в институте. Для мозга хороша. Что? У вас оценки Пятерок? есть? Оценки в институте? Да. Самая высшая оценка 5 у вас? 5, да. Вот будешь есть икру, будешь пятерки получать. Серьезно? Да, вот попробуй ложечку. Она такая, она соленоватая. Не могу. Серьезно? Можешь... Вкусно? Нет, готова. Она Готова? Да, готовая. Попробуй. Если не понравится, тоже. Ну, это нормально. Нормально? То есть с хлебом, в принципе... С маслом, с хлебом очень вкусно. Мгм. Авокадо, Это яйцо, хорошо. авокадо. Ты с сахаром? Да, поставим. Тихон, просто расскажи. Я сейчас начну. Встань сюда. Патмос. Это виноградный сок, но так как это вотчина Тихона, Тихон за него отвечает. Тихон, расскажи и угости гостя. Виноградный сок делает наша бабушка винограда Молдовы. Это вот поздний, он сладенький, а есть ранний. Попробуй. Это виноград. Попробуй. Бомба. Да, это натурально. Он натуральный. Тут нету сахара. Сахара 0, шугар 0. Но Так, что у нас на борщ? Картошка, свекла, лучок, морковь. еще это Свекла. свекла. Кстати, Завтрак, хочу... обед и ужин. Даш, Соусом. Да. Ну это как первое блюдо. Это больше, чем ваша? Да. Жареная картошка. Да. Ну, можно полить. Классный ножик? и Патмосу дайте тоже. Возьми тоже что-нибудь. Ой. Дай карандаш, возьми какой-нибудь тоже. Ешь его. Бери. Варя, покажи, что расскажешь. Детям Патмос понравился. Вот говорят, классный парень. Трели, музей Донской гвардии нашей казачьей. Вот. Очень интересно, кстати, и Патмос, я смотрю, с интересом наблюдал. И я даже, кстати, много нового открыл для себя. Я говорю, Ира, почему ты вот каждую экскурсию дополняешь и дополняешь? Мы
гости, те, кто у нас впервые, те, кто не был. Мы с вами находимся в Донском государственном техническом университете. Это самый крупный университет Юга России. И вот в университете есть очень интересное подразделение, культурно-выставочный центр «Донская казачья гвардия». Мы единственный в России, кто рассказывает о воинской элите Дона, о казаках, которые были телохранителями российских императоров. Сам полковой музей был вывезен в Париж, во Францию во время гражданской войны. Таким образом, в мире только 2 места, где можно эту историю услышать. В Ростове-на-Дону и в Париже, во Франции. Да. Сейчас он будет подниматься, и надо успевать его снимать. Вот такая уникальная мраморная кофеварка. Это только у нас в университете могут так обрабатывать мрамор. Ну, я это уже рассказала. Уже рассказала? Да. Мне удивляются. Первый раз, прикинь, не пошла ему игра. Да? Да. Давай, сейчас. И запивай, пей. Очень горячие, аккуратно. Все замерли в ожидании. Ага. Мастерская у меня была раньше далеко. То есть мастерская далеко. Надо было на автобусе ехать, знаешь, или на такси. А сейчас вот дом мой, да? Буквально за этим домом. Нормально. Ну да, я ее специально снял, чтобы, знаешь, ну вышел, прошелся и все. Удобно работать в этом плане. Да. Тем более, когда картины большие, ты же их взял, пронес и все. А так попробуй их увези. Это надо нанимать газель, машину, знаешь, там, чтобы везти их там. Вот здесь моя мастерская. Вечером предстоят съемки. Сейчас ты будешь соучастником арт-действия. В феврале будет выставка открываться, большая, современного казачьего искусства. Вот, и все у меня немножко участвуют. Там дети ящерицу собирали, видишь, на камне, там из лего помогали. Ты тоже поможешь, немножко вкусишь этой кухни художественно. Сейчас мы холст загрунтуем. Пусть течет, ничего страшного. Надо, чтобы она стала вот такая вся такая по цвету. Попробуешь? Давай. Вот еще бери. Итак, казачье современное искусство. Формулировка казачий поп-арт. Основная суть какая, да, вот у казачьего поп-арта и у современного искусства нашего казаков. Рассказать о мировосприятии, об отношении к любви, там, ненависти, войне, миру, к традициям через призму, ну как сказать, нашей ментальности, нашего воспитания, наших традиций, нашего аддата, наших неписанных законов, нашей этики. Вот. Это касается не только военной какой-то части. Здесь есть мощнейший там этнографический цикл, кулинарный, национальные животные, наши, там, например, дончак, наша культура виноделия, там, например, рыбалки, сказка, эпос, наши истории, национальные герои, там, пластуны, например, да, вот, вопрос детей,
Вот, например, детское воспитание, да, в чем сила брат? Знаменитая фраза из «Брата 2», где вот Дональд Дак типа приехал на Дон и говорит: ребята, все можно купить за деньги. А они говорят: не все. И назвали много вещей, которые за деньги не купишь. Вы сами таких вещей очень много знаете. Господь, благословляющий землю. В чистоте это, ну, не попартовская вещь, но она показывает вот отношение к мирозданию, да, к созданию земли, там это вот именно наше. По-моему, очень доходчиво. Спас нерукотворный. Это работа из серии «Дети христиане». Первым был крест. Вот крест, вот здесь, где красная точка, тут лежит голова Адама. Там внутри голова лего-человечка, как бы первого человека, да, символ. Смысл какой? Дети жертвовали кубики, потому что у них нету денег. Вот мы можем там денег пожертвовать, да, храм построить, а у детей вот эта ценность. Вот, и они приносили лего, и собрался вот такой вот большой крест. Они все вместе как бы участвовали в его создании. После него появился Спас нерукотворный. Тоже дети жертвовали, мы за них молились потом, за всех, кто помогал. Здесь больше 80 тысяч деталек, и делали его почти год. Что, спину ставим? Давай, пошли, да. Марь, садись. Становится. Сметану бери. Это вот то, что вы сегодня наварили. Пробуй. Сметану клади по вкусу. Мама. Ням-ням. Скажи, Так. Патмос. Варя немного, наверное. Это ты себе, Мама потому говорит, что я папа ела говорит. только что и... Может, тихо? Саня говорит, Аня говорит Сас. Саша говорит. Лёля говорит Джесс. Классно? Очень вкусно. Это как это Борщ. самый вкусный борщ. Сам- Да ладно, это потому что вот Я Все попробую. от вместе души делаем. все вместе. Серьезно. На здоровье. Ну вот это вот как раз таки есть Я, может казачий быть, я борщ. тоже сделал. Конечно, Вместе, да. конечно, вместе делали. Второй день был не менее насыщенный, чем первый. Мы поехали в Старочеркасск, причем так интересно получилось. Собор, да. Был дождик, мы зашли в войсковой собор, наш казачий, Патмос там все посмотрел, все ему показали. Нельзя, должен быть истинно, его не боишься, страха ночного студия, не отвечать на приходящих. Зрящий беса полуденного падет от стороны твоей тысячи тьма, не скину тебя к тебе же не приближится, очевидно твоим смотришь, воздание грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое вышнего, положился прибежище твое, не придет тебе злой раны, не приближься телесит. Самый запоминающийся,
вот лично для меня очень удивительный момент был, когда мы были в войсковом соборе в Старочеркасске. Стоял Патмос возле иконы «Страшный суд». Помнишь? Там большая икона страшного суда. Змей идет, грехи. Он просто стоял и смотрел. После этого Тихон показал, как креститься. Но дело не в этом, дело в другом. Мы разговаривали с Патмосом по поводу вот, Бога и апостола Павла, когда он говорил, что нет у Бога ни национальностей, у него нету ни языков, у него нету ни народов, ни земель, ничего. Все, кто с Богом, художником и любовью, они Божьи. И это вот, представляете, такая яркая картина. Вот сзади меня висит апостол Павел. Там написано ни Иудея, ни Скифа, ни Эллина. То есть, это картинка как бы с того времени. А представляешь, что происходит? Да, фантастика. 21 век, а ничего не изменилось за 2000 лет. Вообще ничего. И вот это осознание, да, то есть у нас же не часто африканцы заходят в наши храмы, да, там многие дети, люди там вообще первый раз увидели там чернокожего человека, да, к примеру. Вот, но это так действует. И вот это ощущение, знаете, всеобщего родства. Кстати, вот о чем ваш проект, да, вот интересно, да, когда иностранцы смотрят глазами своими на новые регионы, знакомятся с новыми людьми, это все и есть абсолютно какой-то такой, знаете, Божий промысел, как апостолы ходили по разным народам, так и вы ходите просто и видите, что на самом деле люди, они также точно состоят там из печени, легких, сердца, там, рук, ушей, глаз, там, то есть все, нету ни у кого там других лишних наростов или чего-то как-то недосдачи, все, по сути, одна плоскость. Вот из всей этой мировоззренческой нашей земли, цивилизации, то есть это все едино. И научить вот любви, коммуницировать, не оскорблять, без всякой там ксенофобии, уважительно относиться друг к другу, это очень важно. И вот это была очень яркая картинка, когда именно Патмос в православном Донском казачьем храме стоял и смотрел на страшный суд, потому что все будет по делам его. Вот. И это момент для меня был очень важный. Ну, то есть он интересен был. Мы решили сразу поехать к теще, пить вино. Вино он пьет нормально. Вот, шутка. В общем, мы поехали в шато к теще. Мы приехали в шато к теще Максима. Как шато оказалось посреди Ростовской области. Просто взгляните на это место и сразу поймете, что по-другому его назвать просто язык не поворачивается. А еще хозяйка занимается виноделием. А Максим сделал ей целый бренд, весьма популярный в этих краях. Сакана, вся Африка будет завидовать, скажет, ничего себе, на Дону был. Казаки в полон не взяли, то хорошо. О, Люба, братушечка. Можно даже рубашечку одеть. Можно одеть сразу, да. Вот очень даже стильненько. Да. Да. О, приняли в казаки. Отпускай нам долги наши, окажи мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко есть царство и сила, и слава Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Благослови, Господи, нас. Приятного аппетита. Да. Садитесь. Да? Да. За хозяйку шато. Люба! Спасибо. И вот мы играли песни.
Пока. Подумали все, как хорошо, что мы приехали. Да вообще супер. Жил в Барселоне, влился в окопы. Приехал сюда в Россию, и вот тут у меня рядом был объект, который я делал. И по соседству с объектом заброшка вот эта. Ну, я взял в нее, зашел, стал наводить в ней порядок. Концепция заключается в том, чтобы избавиться от понятия вообще мусор. Вообще это понятие мусор неправильное понятие. Все, что можно принять, переработать, и вот это в творческом его воплощении. Третий день был не менее замечательный, чем первые два. Вот. Мы поехали в станицу Маноческую. Патмос, он из Ганы, студент. А потом вышел отец Александр, мы пошли с ним в храм. Вот. Отец Александр подарил ему крестик, икону, рассказал о святынях наших. Вот смотри, здесь это Матерь Божия, вот. Здесь молитва ей написана. Вот. Она сохраняет Матерь Божия от всякого, радуйся радости нашей, покрой нас от всякого зла честным своим амофором. Вот я хочу, чтобы вы всегда носили его, вот, и помнили, что у вас есть вот такой друг православной церкви. Это очень для сердца дорогой подарок вообще, Патмос. Вот теперь. Спасибо. Вот. И он поднялся на сам верх и звонил в колокола. Бум-бум-бум. Попробуйте, это настоящая родниковая вода. Шел казачий разъезд, Гриша, атаман ехал с двумя казаками. Они говорят, хочешь верхом покататься на дончаках? Патмос залез, но он замерз немножко. Вот, надели на него такой тулуп из овчины. Вот, и он так вот на коне тык-тык-тык-тык-тык-тык. Я в Ростов-на-Дону. Спасибо. Большое спасибо за подарок. Ну, рады были тебя видеть. Будем скучать, братуш. Будем скучать. Маши, пока-пока, Маша. Давай, пока. Маша, пока-пока, Маша. Маши, пока. Маша, Приезжай к нам пока-пока. еще. Спасибо вам, что каждый момент, что вместе, это особенно. И я не знаю, но слава Богу. Слава Богу, да, брат. Я очень рад. Будешь в наших краях, всегда заходи, поднимайся к нам. Будем мы теперь дружить. Когда у него будет семья, я скажу, будем дружить с семьями. Спасибо большое тебе, дорогой наш Патмос, что посетил на Нижнем Дону братьев казаков.
Надеюсь, мы когда-нибудь посетим Ганну и приведем там все в порядок, но это будет чуть позже. А сейчас пока. С Богом. Казакам как-то по-особенному удается совмещать в себе все лучшее и новое и сохранять традиции своих предков. Чего только стоит один казачий поп-арт. Патмосу надолго запомнится эта поездка. Огромное количество подарков будет ему напоминать о том, как он провел эти несколько дней в казачьей семье. Если вы по-прежнему думаете, что казаки — это про армию, то нет. Казаки — это целый народ со своими традициями и обычаями. Это то место, где стоит побывать каждому. А мы с вами не прощаемся. До встречи в Татарстане.